Всем привет, друзья! В этом видео мы будем строить дом из полнотелого рядового кирпича. Вот такой кирпич, марка кирпича М200. И здесь у нас 54 поддона этого кирпича. Уже здесь разгрузили его несколько месяцев назад. Кирпич успел уже зарасти. 54 поддона кирпича, по 400 кирпичей в каждом поддоне. Находимся в таком вот живописном месте, далеко от города, в деревне. Кругом природа, птички поют. И ребята уже вот выгрузили бетономешалку. Ромка начинает собирать бетономешалку. И вот здесь находится фундамент. Фундамент по размерам 11 на 7, это по наружке. А внутри полезная площадь будет 66 квадратных метров, жилая площадь. И для такого дома из полнотелого кирпича нужен очень хороший фундамент, так как вес дома будет не маленький, поэтому нужно будет заливать под такой дом хороший фундамент. Ну и заказчик вот здесь уже залил фундамент, уже подготовил, и также залит уже черновой пол. Стены будут у нас идти тут в 2 кирпича. И сразу же проверяем размеры фундамента, проверяем диагонали, длины, прежде чем начать работу. Ребята проверили длины и диагонали, и расхождение по диагоналям всего полсантиметра. Это максимум. И вот такая тут деревня, ребята. Здесь нет асфальта, нету даже щебенки. Вот такая грунтовая дорога. И деревня называется Липовка, так как здесь раньше росло очень много лип. На фундамент стелится гидроизоляция. И для лучшего прилипания гидроизоляции и по инструкции положено промазывать битумной мастикой. Поэтому делаем все как положено, как по инструкции. Сам заказчик лично промазывает. 8 миллиметров, да? Ну да. С помощью водяного уровня проверяем отметки, проверяем горизонт фундамента. Плюс. На этом углу перепад 8 миллиметров. На 8 миллиметров ниже. Этот ниже. На 8 миллиметров ниже, значит, здесь надо будет веселить этот угол. Далее делаем раскладку кирпича, чтобы сделать одинаковые швы и посмотреть, вот как выйдет, чтобы выходило у нас в целых кирпичах. И ребята еще раз проверяют длины и диагонали уже не по фундаменту, а по кирпичу. По углам сделали напуск по 2 сантиметра. И раскладку кирпича делаю по шаблону. Вертикальный шов 8 миллиметров. Таким образом ставлю шаблончик и делаю одинаковые швы. Раскладка рядов закончена, и приступаем к замешиванию раствора.
Сразу размечаем дверные проемы. Здесь будет 2 двери. Рядом с деревней, где мы строим дом, находится речка. Река Сосна протекает. И вот такие здесь виды. Так что можно будет в обед, если будет время, прийти немного попробовать порыбачить. Ночью почти заморозки, а Пашка вот полез купаться. Закаленный малый. Ромка замешал раствор и начинаем заводить углы. Угол начинаем с 3 четверок. Запилили вот такие 3 четверки по 18,5 сантиметров. Завели углы и берем направление. Натягиваем шнур и подбиваем кладку по шнуру. Шнур зачалили с помощью уголка металлического, продели здесь шнур, сделали натяжку. Вот такая монета юбилейная, 3 рубля. Заказчик оставит потомкам. Серебряная монета, вот написано 925 проба. Вот так запаковал монету. Все. Запечатанный. Эх, даже жалко такую монету. Кладем под углы дома. Всего 7 монет будет. 4 угла. И это старая добрая традиция закладывать монеты под углы, так как раньше многие закладывали монеты, поэтому когда разбираешь старые дома, часто вот люди находят монеты, но сейчас эта традиция отходит, но еще некоторые закладывают монету, потому что считается, что монеты под углом или также на входе под дверью приносят удачу, достаток хозяину, отпугивает злых духов и так далее. То есть кладут эту монету, получается, на счастье, чтобы в семье был достаток и удача. И первый ряд мы кладем тычком, тычковый ряд. Раскладка у нас идет ложковая. И с помощью рулетки проверяем, вот держим вот это расстояние, чтобы не уйти. И то есть вот потом ложок пойдет сверху по тычку. И вы видите, вот тут я оставил вот шов, и перевязка у нас идет посередине. То есть с помощью рулетки контролируем это расстояние. Таким вот образом стелим раствор. Много не настилаю, так как он на таком кирпиче очень быстро сохнет. А мы делаем облицовку. Так, еще нужно найти, чтобы хороший был тычок. Вот так я стелю на боковую стенку. Прижимаю
смотрю по уровню. И затем забиваю вот этот вертикальный шов, чтобы швы были полные. И рулеткой проверили. Немножко начал сюда уходить. Здесь рядом с нашим объектом вот такой небольшой лес. И такая здесь полянка. И растет дикая ежевика. Такая вот мелкая. Мелкие ягоды, но очень ароматная и вкусная. Можно немного подкрепиться. Прогулялся по деревне и насчитал примерно с десяток домов. И все дома расположены где-то спрятаны за деревьями, их почти не видно, то есть от дороги их не видно. И смотрите, вот такая идет аллейка, высажены деревья, сосновые деревья, и очень красиво смотрится. И здесь сосновые деревья кончаются, и начинается участок заказчика, и он тоже вот посадил сосны, чтобы вот продолжить вот этот ряд, чтобы продолжить традицию. Здесь даже подвели газ, проложили трубы, вот они, газовые столбики стоят, но газ еще к людям не подвели, уже прошло много времени, газ еще не подвели, и в основном все здесь отапливают еще печками и готовят вот на электрических плитах, потому что газа еще ни у кого нет. И у нас началась уже забудка основной стены. Завели углы. Вот такой угол у нас получается по облицовке идет многорядная перевязка. То есть мы здесь будем прокладывать 5 ложков, тычок будет 5-1 идти. И тычком вот эта вот стена облицовочная перевяжется с внутренней стеной. А по внутренней стене будем делать ложок-тычок. Первый ряд тычок сделали, потом ложок. Здесь будет опять тычок, здесь ложок. И вот таким образом вот завели угол и уже начали прокладывать стены. Стены прокладываем с полным заполнением швов. Здесь все заполняется, то есть
чтобы была крепкая кладка. Деревня находится очень далеко от города, и когда сворачиваем с трассы, то приходится ехать по полям минимум 10 километров. Поэтому, если пройдут дожди, то добраться до деревни будет очень проблематично, так как здесь грунтовая дорога, и в дождь на такой машине можно легко застрять. По дороге летит пыль, и когда подъезжаем к нашему объекту, то на машине вот такой слой пыли и грязи. Разметили с заказчиком уже окна, и сейчас я кладу стену снаружи дома, так как отсюда вот удобнее класть. Кирпич лежит здесь, и чтобы не нагинаться, меньше делать наклонов, кладем пока с улицы. И когда уже я подниму, когда мне будет неудобно класть, я уже придется вот переходить внутрь и уже буду класть изнутри дома. И как я уже говорил, с лицевой части у нас многорядная перевязка. И через 5 рядов ложков кладем вот тычок. И перевязывается вот эта стена. Лицевая часть перевязывается с внутренней стеной. И постепенно поднимаются стены дома. Вот так
выглядит кладка. Уже открыли окна. Окна такие будут не большие, не огромные. И по внутрянке идет перевязка, ложок, тычок. Выпустили штробы. Здесь будет перегородка. Здесь другая перегородка. Также выпустили штробы на капитальные стены. И очень много кирпича расходуется каждый день. И так как сюда не поехал ни один манипулятор, а тем более кран, если сюда автокран загнать, то обойдется очень дорого. Поэтому ребята подтаскивают кирпич, сюда затаривают нам, и мы вырабатываем. Еще с утра у меня была вот такая вот куча кирпича наложена, вот так с горочкой было. И уже вот к обеду уже кирпич постепенно израсходовался. И вот так ребята придумали, чтобы не таскать отсюда кирпич вручную, а на тележке, на тачке тоже неудобно. И подогнали прицеп, загрузили уже полный прицеп. Главное, чтобы он выдержал. И подвозят прицепом к стене и затаривают уже туда в дом. Так получается быстрее. И затем вот так в перекидку подают кирпич внутрь. По утрам уже прохладно, потому что ночи холодные. И этой ночью уже были заморозки. И здесь был иней. Трава была уже белая. А днем разогревает до 20 градусов. И уже ребята вот переодеваются в шортах, работают. А ночью уже бывают морозы. Перед тем, как начать класть кирпич, мы гидроуровнем промерили горизонт фундамента, и фундамент был залит практически идеально. Там были небольшие перепады. Это
максимум полсантиметра. И смотрите, как мы проверяем. Вот выложили дом уже вот под леса, почти наполовину. И вот таким образом рулеткой беру от низа стены и до верха. И у нас получается расстояние 1,36 м. Идем на другой угол. Также зацепили за низ. И вот здесь у нас 1,35 м. То есть вот этот угол у нас на полсантиметра ниже, чем тот. И можно еще вот будет исправить чуть-чуть по миллиметру, если делать больше швы, то будет одинаково. На этом углу тоже вот 1,36 м. И последний угол тоже 1,36 м. Три угла у нас одинаковые, один угол на полсантиметра ниже. И внутри уже сделали леса. Леса сделали из поддонов и сверху застелили доску. И на доски накладывается вот так кирпич. И будем уже дальше класть с лесов. Вот так приходится искать облицовочный кирпич, так как это рядовой кирпич, и здесь много сколов. Он лежит весь колотый. И нужно выбирать из поддонов, чтобы был более-менее красивый. Сегодня на обед решили пожарить колбаски. Ромик пошел пораньше, развел костер. И вот такие у нас будут колбаски на углях. Поэтому будет у нас сегодня обед на природе, в таком лесочке, на свежем воздухе. Пока еще теплая погода. Ромик работает больше всех. Значит, и сосисек он съест больше всех. Это точно. Разговаривал с местными жителями, и еще давно здесь эта деревня была намного больше, чем сейчас. И во время Великой Отечественной войны, когда началась война, отсюда забрали, мобилизовали 33 человека. 33 мужчины мобилизовали из этой деревни. Это всех мужчин подряд забрали. И когда немцы шли на Елец, наступали на Елец, на наш город, то колонны двигались вот по этой дороге, через эту деревню. В этой деревне они не останавливались, не задерживались, так как очень спешили, поэтому колонны прошли по деревне, по вот этой дороге, и никого из жителей они не тронули. Заказчик заранее уже привез уголки. Уголками будем перекрывать оконные проемы. И уголки уже покрасил. Загрунтовал, покрасил. И смотрите, вот такой цвет краски попался. То есть изначально было похоже вот на цвет кирпича краска, но когда покрасил, по факту не коричневая краска, а вот такая более красная стала. Поэтому будем перекрывать оконные проемы вот такими уголками. И также заказчик привез перемычки. Будем внутренние стены уже перекрывать перемычками. И работать таким кирпичом не так уж и просто, так как у него
слишком большое влагопоглощение. Много не постелишь на ряд, так как быстро впитывается вода из раствора. И кирпич, так как он рядовой, то не совсем ровный. Мало того, что он идет гнутый бананом, так еще и разные размеры. Кладка вот сделана под шнур, выложена. И смотрите, вот этот кирпич, насколько меньше вот это вот по толщине идет. И также вот кладем вот такие кирпичики с небольшими трещинами. Это вот не сейчас лопнули трещины, а то есть изначально вот такой рельеф на кирпиче. И вот такие небольшие трещинки мы тоже вот кладем кирпич, так как смотрится очень интересно, вот как под старину вот эти вот трещинки еще подчеркивает вот старину. И получается вот такая расшивка, вот такой шов, когда мы расшиваем. И вот такая вот общая картина дома. Выглядит неплохо. И смотрите, вот у нас идет тычок, потом 5 ложков, тычок, опять 5 ложков, тычок, 5 ложков. Когда тычковый ряд идет на углах, вот такие трехчетверки, чтобы сделать вот перевязку тычка посередине. И затем вот после трехчетверки уже идут целые кирпичи. И уже перевязка идет на пол кирпича. Открылись окошки, оконные проемы. И на окнах делаем вот четверть по 4 сантиметра. Сюда встанет оконная рама. Перекрыли оконные проемы уголками, 100-й уголок. И вот здесь кирпичик пришлось подкалывать, заднюю стенку, так как здесь идет четверть, и уголок надо, чтобы здесь не выпирал. Делаем ровно вот с четвертью. И так как здесь за счет того, что идет толщина уголка, уже у нас кирпич не влазит, и приходится вот подкалывать. Подкалывали 2 ряда. Оконные проемы открыли на высоте 85 сантиметров, и высота окон 1,30 м. Получается вот такие небольшие окошечки, и окна перекрываются вместе с дверными проемами. Дверной проем перекрылся у нас на высоте 214 сантиметров, 2 метра 14 сантиметров. И когда уже вот положили мы уголки, и уже так сильно в глаза не бросается краска, цвет такой стал темный, поэтому будет смотреться нормально. Вот такая расцветка получается. Кирпич разного оттенка, и смотрите, как интересно вот получается на стене, как играет разными оттенками стена. Поэтому такой вот будет дом, необычно вот выглядит, особенно когда вот смотришь издалека. Но у нас тут еще есть немножко дождь подмочил, поэтому есть мокрые места на стенах. Ну а в общем дом выглядит симпатично.
перекрыли оконные проемы перемычками по всему периметру. Здесь также сверху сделали четверть, как и сбоку. И чтобы вот эта четверть получилась, здесь проложили кирпич на ребро, так как если класть просто лежа, то перемычка уже была бы намного выше, перекрывалась, и четверть бы не получилась. То есть получилась бы, но большая четверть. Поэтому сделали на ребро, и вышла здесь четверть, и поверху над перемычкой, перемычка у нас легла ровно с облицовочной кладкой, то есть в уровне практически. И приходится заказчику постоянно подтаскивать кирпич, слишком много кирпича таскать. Это больше 20 тысяч кирпича. И кирпич постепенно уже отбирается. Изначально было очень много кирпича, уже половина выработали. Перемычки армированные. Внутри перемычек арматура. И от уголка, от облицовки здесь вот такой зазор остается. Вот у меня пролазит рука. Здесь можно будет запенить или вставить какой-то утеплитель. И вот так Ромику приходится пилить кирпич. Летит пыль во все стороны. Кирпич у нас пилится вот здесь по окнам. Вот они, половинки идут пиленные. Также на углы 3/4 пилятся. И смотрите, внутри все красное, так как летит пыль от кирпича, когда пилишь. И смотрите, ребята, какие перемычки. Сейчас я вам покажу. Одна перемычка вот сломанная. Смотрите, какая арматура внутри, как они армированные. Это еще советские старые перемычки. А в середине здесь такой гранитная щебенка, гранитный камень. Вот такие раньше вот делали перемычки. Смотрите, сколько здесь арматуры. И вот так приходится докладывать последние ряды. Облицовку будем прокладывать вот так со стены. А уже забутовочную часть будем уже делать с лесов. Из леса доносится опять аромат. Очень вкусный. Ромка что-то опять готовит. Так, Ромик, что ты тут нам готовишь сегодня на обед? Опять колбаски. Уже Лаваш и колбаски опять сегодня будем. Погода сегодня замечательная. И решили сегодня опять приготовить что-то на костре. Пообедать. Пока вот мы работаем, Ромик уже готовит. Тогда позовешь нас. Хорошо. Егор, колбаски уже готовы. Поели колбаски, которые приготовил Роман. И с Егором пришли здесь. Порыбачили немного, но ничего не поймали. Попробовали разные приманки. Ловили на спиннинг. Но здесь, в этом месте, сильное течение и много головля, как рассказывают местные. Но головля я ловить особо не умею. Поэтому немножко вот порыбачили, отдохнули на природе. И пойдем дальше работать. Где одет это самое в августе 41-го на фронте. С 30, за всей деревни в один день собрали. Собрали в один день 33 человека. Взвод фактически Долгорукова. Ну да, почти взвод. А вернулось 4. И вот самый долго из них прожил вот мой дед и его брат Михаил. А эти фронтовики долго не прожили. Они поумирали быстро. Уже наверное, до 60 лет поумирали все.
А те, кто вот старожилы жили, которые в деревне, в этой деревне жили, то ли вода здесь хорошая, 100 лет, от 90 до 100 и больше. Вот деды даже прожили 104. Вот с этой стороны дед Александр прожил 104 года. Дед Тимофей вообще 106 лет прожил. Ну и воздух свежий, чистый. И в здравом уме и при памяти все они были. Они не перебаливали, не болели. Бабка моя 106 лет прожила. Так у той даже карточек поликлиники не было. Она никогда в поликлинику не обращалась. Ну, я думаю, что все-таки это вода полезна. Они пили воду из родников. Тут, на речке были родники, вот озерце маленькое, оно и сейчас есть. Там родники, вода чистейшая, там вкуснейшая. Вот, отделась, когда съездить, попробовать попить. Пьешь эту воду и не напьешься. Вчера целый день шел дождь со снегом, выпал снег, уже было несколько сантиметров снега, поэтому пришлось уже одевать теплые вещи и доложили уже до конца по периметру дома основные стены. Высота получается от пола, уже вот чистого пола 2,50. Высота будет не очень большая, всего 2,5 метра высота этажа, потому что будет потом вот здесь в середине дома стоять печка, настоящая русская печка, так как газ тут еще пока не подвели, то есть провели трубы, проложили, но не подключают, неизвестно, когда еще подключат, поэтому печкой будет отапливаться. И сделали вот небольшую высоту, захотел вот заказчик, ну как раньше вот делали в старинных домах, чтобы лишнюю площадь не отапливать. Ну и окна не такие большие вот делали, чтобы тоже лишнее тепло не уходило через окна. Сверху здесь все промели метелкой, смели щеточкой, и вот лишний раствор отсюда смели, и такая вот ровная получилась кладка. Будет уже сюда удобно класть мурлат на эту стену, без всяких шишечек, без перепадов. Здесь выпускались вот такие штробы на перегородке. Труба идет вот по уровню, выпущена. Здесь вот вторая перегородка тоже, все по уровню. То есть можно будет уже заводить угол и уже класть перегородку. То есть уровнем можно не пользоваться, а уже у нас по уровню вот заведена штроба. И приступаем, уже будем сейчас разбирать леса. С этих вот лесов мы достали до конца. И уже приступаем к кладке внутренних стен. Вот эта капитальная стена у нас идет в кирпич. Также выпущены штробы и перегородки. И вот так заказчик через окна подавал кирпич, поэтому вот в окнах весь кирпич, и мы можем отсюда вот брать. И если останется потом кирпич, уже вот кирпичом закроются окна, чтобы зимой сюда через окна не наметало, а уже окна будут вставляться в следующем году весной. В этом году нужно еще заказчику успеть будет сделать крышу.
Ромик разводит костер, опять будет жарить сосиски. Что там? Угли скоро будут готовы. Мгм. Ну а мы сейчас доработаем и пойдем на обед. Закончили первый этаж дома. Высота 2,50 и уже проложили внутренние стены. Это капитальная стена внутренняя и перегородки. Здесь появилась такая перегородка вместе с дверным проемом. Здесь гардеробная, здесь котельная, будет вход в котельную. Здесь будет большая такая вот комната. Здесь ванна, туалет. Печка будет в этом месте посредине. Проем оставили под печку. Здесь будет лежанка. Такая вот комната с 2 окнами. И будет еще потом будем делать фронтоны далее. И будет мансардный этаж.